Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 18 сентября, понедельник. Хочу заранее попросить прощения за свой голос. Легкая простуда, я его потерял на 2 дня. Сегодня неожиданно нашел, но не в совсем хорошем состоянии, поэтому прошу, как говорится, понять и простить. Так, решил, что больше 2 дней не появляться на люди как-то так нехорошо. Тем более, что новостей хоть отбавляй, все они такие горяченькие. Начну с того, что наверняка обсуждается всеми и везде. Кадыров. Тут масса соображений, утечек. Я вам расскажу, что знаю я, что мне рассказал в основном один товарищ, которого знаю давно, я ему верю, человек знающий, никогда не подводил. Так вот, 2 недели назад он был в Абу-Даби, человек с широкими связями, беседовал с врачом, нефрологом в одной из больниц Абу-Даби, как раз той самой больнице, где проходил лечение Кадыров. Там он занимал, как говорят, целый этаж. И врач этот входил в команду лечащих врачей. И он сказал, упомянул по поводу отторжения внутренних органов, там, почек, по-моему, еще печень, я не ручаюсь, я не врач, и сказал, что помочь ему невозможно. То есть это считается одна из лучших клиник в мире, и врачи там собрались, там международная коалиция специалистов собралась, в том числе из Германии. Но общее мнение было постановление, вердикт, помочь ему невозможно. А дальше его перебросили обратно в Москву. Ходили слухи, что его уже бесчувственное тело отправили в Чечню, но потом, значит, поправились, сказали, что он по-прежнему находится в Москве. Ну и, видимо, или уже все, или уже накануне все. То есть до такой степени, что сейчас в срочном порядке в Москве собираются все члены Совета Безопасности. Будет созвано заседание Совета Безопасности, считается чрезвычайно важный вопрос. Судьба жизни или смерти господина Кадырова. То есть это вопрос национальной безопасности страны, без шуток. В этой связи уже Росгвардия перебрасывает свои силы, значительные силы границам с Чечней. Но здесь надо еще иметь в виду, что значительная часть сил ведомства генерала Золотова составляет как раз подразделение Ахмат, то есть чеченцы. Затем снимаются бойцы с Дальнего Востока и Ставрополя, также перебрасываются поближе к Чечне. В том числе эти подразделения включают также не только этнических чеченцев, но и россиян, которые проходили подготовку в Гудермесе. Ну и все готовятся, что произойдет, когда будет объявлено о том, что Кадырова с нами больше нет. Ожидается, что Кавказ заполыхает. Но сначала, значит, что я хотел еще сказать по поводу, почему это произошло. Как сказал этот врач моему знакомому, причина произошедшему всему – это яд. Предполагается, что яд, в состав которого входит, я имею в виду, предполагается, для нас, для неспециалистов предполагается, те, которые делали экспертизу, наверняка знают, но это какой-то яд, который отличается от тех, которые применялись в связи с Россией, российскими спецслужбами или отдельными акторами. Вы знаете, они применялись неоднократно за время президентства Путина. Но на этот раз этот яд, говорят, очень отличается от тех, которые уже традиционно применялись российскими спецслужбами. Одним из компонентов которых является алюминий, и яд не оставляет после себя ни запаха, ни вкуса. То есть все это готовилось заранее. Помимо процесса отравления Кадырова, на Кавказ заводилось в последнее время большое количество оружия. Предполагается, что после того, как будет объявлена его смерть, Кавказ заполыхает. Причина, я спросил, почему он будет полыхать?
Но, говорят, в основе будет лежать кровная месть. То есть Кадыров много сделал для того, чтобы эта кровная месть приняла массовый характер. Ну и потом неожиданность, то есть для Кадырова этот исход был неожидаемым, то есть он к нему не готовился. Но достаточно сказать, что он не так давно предпринимал меры для того, чтобы переехать в султанат Оман. Опять Оман. Опять Оман. Ему понравился там город Низва. Там он купил особняк. Затем у него есть дом на Пальме в Дубае. И там неоднократно видели его кортеж, который обычно состоял из 2 Роллс-Ройсов. Значит, вопрос теперь, что дальше? Если Кавказ полыхает, это второй фронт. Второй фронт против Кремля. Предполагается, что тех сил, которые уже перебросили или вот в ближайшие дни перебросят к Чечне, может не хватить, и тогда придется оттягивать какие-то силы, которые в настоящее время находятся в или рядом с Украиной. Еще один фронт существует, невидимый, так сказать. Достаточно длительное время на территории Москвы было расквартировано порядка 2000 кадыровцев. Все они находились там на, можно сказать, конспиративных квартирах. Была у них штаб-квартира в Президент-палате, по-моему, так он называется. Люди, вооруженные до зубов, готовые действовать в любой момент. Ну и 2000 вооруженных, хорошо тренированных чеченцев в Москве. Это я вам скажу, страшная сила. Может так случиться, что они могут сделать то, чего не стал или побоялся делать Пригожин. Я вспоминаю лихие 90-е, когда чеченцы в составе, пару десятков человек ставили под контроль целые города, такие как, например, Тула, на несколько дней или на несколько недель. Ну и тем более, я повторяю, они находятся на конспиративных квартирах. Я очень сомневаюсь, что российские спецслужбы отслеживают, где каждый из них находится. Короче говоря, это действительно проблема безопасности. Следующий важный вопрос – это, конечно, предстоящий визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Но он готовился изначально приехать в ООН, в Нью-Йорк на заседание ООН, а потом было принято решение, что он еще посетит Вашингтон для переговоров. И вот эта вторая часть этого визита в Америку даже назвали неожиданным, потому что, повторяю, изначально не планировалось. Типа было не о чем говорить, и так все ясно. Накануне Владимир Зеленский дал 2 интервью американским телеканалам, журналистам. Одно из них удачное, вчерашнее интервью. Это программа CBS «60 минут». Кстати, я имел честь выступать в ней дважды. Самая смотрибельная, скажем так, передача за всю историю телевидения. Как мне тогда говорили, транслируется более чем в 20 странах мира. В этом интервью он был хорош. То есть он был подготовлен, говорил по-украински, то есть это легче ему было, нежели изъясняться на английском. Видимо, вопросы были переданы загодя, он хорошо к ним подготовился. Провел 2 мысли. Первое. Он многократно благодарил Америку, всех остальных западных союзников за помощь. То есть я вот эту мысль доводил через свой канал в Украину в течение многих месяцев, как вы, дорогие друзья, наверное, знаете. Казалось бы, это ерунда, волшебное слово, которому учат с детства, которое творит чудеса. Но вот, наконец-то, дошло. То есть он с этим... И сейчас американские СМИ, которые пишут о предстоящем визите, говорят, что благодарность американскому народу – это будет основная тема его визита. Второй важный вопрос. Уже стала это избитая тема. Наступление идет медленно, хотя ожидается, что вот-вот оно ускорится, потому что там уже 2-я линия, после 2-й считается, что будет легче. Но пока оно идет медленно, упорно, кровопролитно. Что делать дальше? Сколько нужно помогать
Очень грамотный ответ. Столько, сколько нужно, если, ну, вы должны понять, что если Украина падет, то враг воодушевленный и прошедший, так сказать, тренировку в бою в течение 18 месяцев уже окажется на границах восточного фланга НАТО, и тогда придется платить больше. То есть фактически Украина сейчас является защитным щитом восточного фланга НАТО, и вы там вот сделаете соответствующие выводы, сколько и как вы должны помогать. То есть по всем пунктам очень правильно расставлены акценты. А вот предыдущее интервью, которое он дал обозревателю Вашингтон-Пост и Седе Фариду Закария, это было, конечно, провал. Говорил на английском. И Закария там упомянул по поводу коррупции, прежде всего в Министерстве обороны. Да и Владимир Зеленский высказался таким образом, что вот все, что вот это там говорилось, все эти кейсы, это при этом не раскрадывались американские деньги. Это только наши украинские деньги. И это, конечно, был полный провал. В том смысле, что фактически было признано, что на самом высоком уровне украинского руководства знают о том, что это что массовое воровство имеет место. Более того, оно проводится вдумчиво. То есть не просто там вот есть возможность украл, а вот здесь стоит копилка с долларами, а здесь с гривнами. И мы знаем, что с долларами нельзя, потому что это деньги американских налогоплательщиков. Вот с украинским налогоплательщиком это можно. И вот здесь мы крадем. Но почему мы крадем? Ведь можно же так украсть, что будет дыра в бюджете. А я вам сейчас скажу, что дыра в украинском, в доходной части украинского бюджета составляет где-то примерно 28-30%. То есть если так, изъять их, положить в офшор, то экономика рухнет. Но умное руководство знает, что можно попросить американцев, и они дадут помощь, при помощи которых можно заткнуть ту часть бюджета, которая была разворована в гривнах. Можно заткнуть долларами. Но какой вывод должны были сделать американцы из этого пассажа? То есть получается, что можно красть гривны, потому что знаем, что американцы дадут доллары, и мы заткнем эту дыру. Значит, какой вывод для американцев? Не надо давать. Если ты хочешь бороться с коррупцией в Украине, не надо помогать этой стране, не надо давать деньги. Вот такой был месседж. И его здесь поняли. Ну, поняли настолько, что, как вы знаете, назначили сторожевого. Вот да что я люблю классиков. У каждого из них есть какая-то фраза, которая, ну вот можно забыть все его произведения, запомнить только одну фразу. Это на всю оставшуюся жизнь. Господа, я хочу вам сообщить приятнейшее известие. К нам приезжает ревизор. Николай Васильевич. Но я не дословно цитирую, но близко к тексту. Николай Васильевич, он великий был писатель. Назначен был ревизор, вот, если я не ошибаюсь, это буквально сразу после этого интервью Владимиру Зеленскому, когда в Вашингтоне поняли, что все, приехали, дальше уже шутки надо заканчивать. И назначили на эту должность Пенни Прицкер. Но прежде чем, значит, что еще произошло, сейчас перейдем к Пенни. Перед визитом, накануне визита, было основательно почищено Министерство обороны Украины, которое превратилось, я вам уже говорил, эту мысль свою, не шибко мудрую, но так оно и есть, это Министерство подрыва обороноспособности Украины. Это черная дыра, через которую, по моим подсчетам, которые базируются на сообщениях ЦРУ, через американскую СМИ, на сообщениях официальных органов Украины, так вот, через это Министерство обороны было украдено денег и переведено в офшорах, которые достаточно для приобретения 4,5 эскадрилий F-16. Ну и вслед за Резниковым
буквально вот сейчас объявлено о том, что ну, практически все вице-министры подали в отставку. Или то ли были уволены, короче говоря, уволены. Покидают нас. Не знаю за всех, мое внимание было приковано к двум фамилиям: Шарапов и Гаврилов. Это были, да, это были люди, на которых вот это все держалось. То есть Резников там, он сидел как зиц-председатель ФУКС. Это были два человека Ермака, которые фактически вели всю эту подрывную работу. Надо сказать, что с 12 до 15 сентября в Лондоне проходила выставка военное оружие, которое называлось Defense Security Equipment International. Там заключались контракты, в том числе для поставки оружия и боеприпасов в Украину. Прибыла туда украинская делегация Министерства обороны. И, как мне сказали люди, принимавшие участие в этой выставке, которые видели, что там происходит, отношение вот изменилось. Вот как-то резко, знаете, как вот закон переход количественного в качественное. Все это вот фурункул этот назревал, и вдруг все прорвало. То есть было видно холодное отношение к представителям Минобороны Украины, которые туда прибыли. Говорят, что даже Шарапов был. То есть их вежливо приняли, с ними побеседовали, но не было вот ощущения, что это союзники. Такое впечатление, вот я вам буквально сейчас процитирую, что на лбу каждого из них, ну, меня при этом упомянули, значит, Шарапов, что он там был, было написано слово «вор». Что касается Резникова, то, как мне сказали, он находится на яхте где-то в Средиземном море. Яхта, как я предполагаю, должна называться «Курочка Ряба». Ну и вот там сейчас поедаются золотые яички. Я бы порекомендовал господину Резникову не расслабляться долго, использовать свободное время для изучения технологии заварки чефира. В ближайшее время это может понадобиться. Понадобится, в частности, в связи с тем, что к нам приезжает ревизор, и зовут его Пенни Прицкер. Ну, вы, наверное, уже многие из вас знаете историю этой женщины, незаурядной женщины и ее семьи. Кто не знает, буду очень краток, так, прямо вехи. Чем она мне понравилась? Ну, да, я ее знал, ну, не лично знаком, но читал, следил. Ее семейство в конце XIX века в связи с погромами на территории Украины, то есть Российской империи, эмигрировало, оказалось в Соединенных Штатах Америки. Все они выходцы из небольшого населенного пункта в Киевской области, или тогда Киевская губерния, наверное, называлась. Прицки, наверное, где-то так это звучал населенный пункт. Вряд ли они уехали с чемоданами, набитыми алмазами и золотом. И тем не менее, то есть, видимо, начинали в Америке практически с нуля или близко к тому. И в скором времени, относительно скором времени, стали владельцами одной из крупнейших гостиничных сетей в мире – Хаятт. И вот в этом семействе родилась Пенни. Ей сейчас где-то близко к 60, наверное, годам. Незаурядная женщина по многим параметрам. Ну, во-первых, она еще не так давно бегала марафон и участвовала на серьезных соревнованиях по триатлону, которые включают в себя бег, плавание, велосипедный спорт. Она получила блестящее образование, блестящее. Причем, но она родилась уже не то что серебряной, золотой ложкой во рту. Могла бы позволить себе безбедную жизнь, сплошную тусовку где-нибудь там в Парижах, Лондонах, в Монако. Но нет. С 15 лет Пенни работала уже. Работала в гостиничном бизнесе, разъезжала со своим родителем по гостиницам, которым владела семья, и следила в том числе за порядком там, в том числе заботилась о чистоте туалетов. Представляете? И вот я читаю вот это все. Да, и помимо этого она одновременно еще блестяще училась. Она Гарвард закончила, еще что-то там, в общем,
когда она только успевала, и семья у нее была, причем бизнес у нее, она настолько вкладывала в это душу, в общем, чем она ни занималась, она всегда вкладывала в это дело свою душу, достигала практически совершенства. До такой степени, что когда умирал владелец этой компании, и зашла речь о наследстве, а у нее еще, по-моему, двое братьев, так вот наследство передали ей, которое входило в управление этой сетью. Братья, они оказались не столь, с деловой точки зрения, не столь эффективны, как Пенни. Но это послужило какой-то размолвкой на некоторое время в семействе, но потом братья признали, что был права, что родитель, усопший родитель был прав. Пенни также была министром экономики или коммерс, торговли Соединенных Штатов Америки. И когда она находилась на государственной службе, как говорят, один из ее подвигов Геракла было, то есть она разнесла финансовую империю наркобарона в Мексике, что само по себе подвиг. Для этого ей в помощь передали FinCEN, финансовую разведку Соединенных Штатов Америки. То есть целое управление по борьбе с наркотиками в Соединенных Штатах Америки, которое занимается вот этим вопросом. Как-то так ему не удавалось это сделать, а вот когда к этому подключилась Пенни, все пошло бойко и очень эффективно. Вот за это ее и назвали крокодилом. И вот теперь, помните, я вам говорил, мой взгляд был на то, каким образом должна организовываться помощь Украине после победы. Я говорил, что обязательно нужен генерал. Я предлагал генерала Кина, который вот тоже можно дать ему такой же крокодил. Жесткий, умный, безусловно, честный, жесткий человек. Ну так вот, Пенни Притцкер ничем не хуже, а может даже и лучше. Ей дали в помощь, выделили целое подразделение финансовой разведки Соединенных Штатов Америки для того, чтобы она разобралась, что происходит в кулуарах власти Украины. И эта группа уже приехала, она находится в посольстве Соединенных Штатов Америки, Соединенных Штатов Америки в Киеве, приступила к работе, и, как мне сказали, будет пересчитано все, вплоть до прокладки в двигателях, вплоть до последнего болта и гайки. Уже нашли недостачу каких-то там запасных частей. Это только начало. То есть Пенни произведет полную инвентаризацию. Ее назначение. Ну, во-первых, количество перешло в качество. Сколько мы здесь с вами говорили о том, что надо бороться с коррупцией, иначе ничем хорошим это не закончится. Но люди, как наркоманы, нас не слышали. Это своего рода тоже наркозависимость, воровство, клептократия. Надо было поставить этому конец, потому что дальше получать помощь в таком виде страна не может. Ну, никто просто не даст помощь такой стране. Нужно навести порядок. Второй, это очень позитивный момент. Ее-то назначили для того, чтобы через нее, чтобы она организовала прием помощи, который, по идее, в гораздо больших объемах, чем сейчас военная помощь, в гораздо больших объемах должна начать поступать после победы для восстановления Украины. Это вот тоже моя мечта, не совсем, конечно, так, но очень где-то близко. Как происходило восстановление послевоенной Японии под руководством адмирала МакАртура. Затем Соединенные Штаты Америки через свою администрацию руководили восстановлением Западной Германии. Обе страны превратились в лидеров экономики мира буквально через 15-20 лет. Поэтому назначение свидетельствует о том, что, наведя порядок наводится для того, чтобы дать действительно большую помощь, и есть большое желание, то есть понимание, что Украина должна превратиться в мощное в плане вооруженных сил и мощное и процветающее в экономическом плане государство.
Думаю, что Пенни Прицкер должна с этим справиться. И когда я, знаете, читал, вот, размышлял о ее назначении, меня не покидала мысль. Вот почему так получается, что семейство Прицкеров уехало из Украины, оказалось в Соединенных Штатах Америки, и оно не стало воровать в Америке, оно начало создавать блестящее будущее, вернее, настоящее и будущее для своей новой страны, родины, для своей семьи и для самих себя. То есть они начали строить здесь свой собственный дом. Голда Меир уехала тоже с территории Украины, бывшая, значит, Российская империя, выдающийся государственный деятель. Но вот почему такие люди уезжают, покидая Украину, уезжая в другие страны и становятся созидателем настоящего и счастливого будущего, а в Украине остаются такие, как Беня, затем кто-то у нас выдающийся еще, Рабинович, Медведчук, которые ведут себя как оккупационная власть, как мародеры, которые грабят тот дом, ту страну, которая должна быть их домом, грабят, вывозят в другие страны и строят там собственный дом. Вот я не могу, я думал об этом и не могу объяснить, что это. Ну, то есть это не частичный случай, не частный случай. Это чуть ли не закономерность. Вот в чем ее причина? Или это проклятие? Короче говоря, если это проклятие, то с ним надо заканчивать. Потому что страна прокляла столько крови в эту войну, столько все положено на карту, что, да, и выкристаллизовалась вот эта социальная сила, этот народ, который вряд ли уже допустит, чтобы с этой землей, обильно политой кровью, вот буквально сейчас, чтобы эту землю опять превращали в источник грабежа, воровства, наживы, вывоза, с тем, чтобы где-то там в Монако строить отдельным людям счастливую жизнь. Вернемся обратно, ненадолго к визиту. Итак, Зеленский выступает в Организации Объединенных Наций, где он будет в том числе выступать перед представителями, перед лидерами глобального юга. А это сейчас, мы неоднократно с вами говорили, ООН – это арена борьбы, ожесточенной за глобальный юг. Кто его выиграет, тот, возможно, выиграет козырную карту для дальнейшей борьбы за гегемонию в этом мире. То ли это будет Китай, то ли это будет западный мир. Лидирующим представителем глобального этого юга является Индия, Китай. И накануне обращения президента Зеленского к этой аудитории очень удачно, в кавычках, выступил представитель ОПы Ермака, господин Подоляк, который назвал эти две страны недостаточно интеллектуально развитыми. И это не первый раз, когда господин... Да, а накануне еще, до этого, за пару месяцев, он высказался, когда приезжал специалист ООН по геноциду. Это как раз та компания, которая несколько лет назад расследовали геноцид в Руанде. Это лучшие специалисты в мире по геноциду. И приехали они для того, чтобы исследовать нарушение массовое прав человека со стороны или преступления со стороны российской военщины. И потом дали пресс-конференцию. Представитель ООН сказал, что мы нашли достаточно доказательств преступлений против человечества. Но вот в отношении геноцида мы пока еще не увидели готовый кейс. Есть наметки, есть на чем работать, но пока его нет. Ну как действуют нормальные люди в таких ситуациях, в интересах которых сделать этот проект успешным? Надо поблагодарить представителей ООН и сказать: окей, вы сказали, есть возможность, давайте будем работать, что вам еще надо, доказательства, сделаем группу, работаем вместе, продолжаем. Господин Подоляк высказывается следующим образом, примерно, я не цитирую, что, мы же все знаем, что в Организации Объединенных Наций, что она куплена на российские деньги.
Поэтому, ну, что еще от них можно было ожидать? То есть вот так вот, проходя, как Жванецкий говорил, пролетая над Череповцом и посылая всех к ядрене фени, Подоляк обвинил всю Организацию Объединенных Наций в том, что она коррумпирована Кремлем, и вот этого лучшего эксперта, и заявление это состояло из 3-4 предложений, все. Ну и как они теперь думают, эти люди будут, с каким настроением они будут сотрудничать с Украиной для продвижения дела, кейса о геноциде России против Украины. То есть я когда вот то его заявление теперь насчет интеллекта представителей двух старейших цивилизаций цивилизаций мира, которые имели развитые государственные структуры тогда, когда наши господа с вами предки в Европе еще жили на ветвях или в пещерах. Вот теперь, оказывается, у них интеллекта не хватает. То есть я не знаю, что с этими ребятами. Ну, понятно, каков наниматель, такое качество у него интеллекта и у его подчиненных. Наниматель мы знаем, кто это Ербак. Ну вот, значит, после этого Зеленский едет в Вашингтон, и там уже ведется предварительная работа, типа лоббистская работа. Вот мне присылают ссылку кто-то из моих зрителей. Смотрю в Ютьюбе представители, как они себя называют, украинской диаспоры в Северной Америке. Радостные такие, говорят, вот целый день мы, это, по-моему, вчера было, целый день мы ходим по Конгрессу и распространяем информацию. Какую информацию? Илларионов, вы знаете такого деятеля, который до недавнего времени, а может там еще и числится, работал в организации, которая называется Центр политики в области безопасности, The Center for Security Policy. Можете посмотреть в интернете. Кстати, там написано, что эта структура сейчас закрыта навсегда. Ну, я вам рассказывал о ней. Это дно, трампистское дно, которое специализировалось на обслуживании лично Трампа и самых оголтелых представителей его движения, специализировалось на производство фейков. Ну, вот фейк, они знаменитые. Умными мыслями вы никогда не найдете их цитаты. Вы найдете цитаты о их фейках, о том, что Обама тайный мусульманин, о том, что личная секретарша Хиллари Клинтон, агент мусульманской террористической организации, ни больше, ни меньше. А когда Илларионова выгнали из института Каттона, его никто не принимал на работу, и вот подобрало вот это дно, это клоака. И он тут же изобрел очередной фейк, который состоял в том, что стратегическая задача Байдена – уничтожить Соединенные Штаты Америки при помощи мусульман, американских мусульман, ни больше, ни меньше. Но я все это в свое время разбирал, у меня целый плейлист есть, поэтому кто хочет узнать генезис, так сказать, падения Илларионова в эту клоаку, может туда зайти и почитать. Так вот, эти люди, которые представляют себя диаспорой, то есть которые душой за Украину, рассказывают, что он им передал какие-то бумажки, произведенные вот этим центром, видимо, до того, как его закрыли, или так уже на могиле этого центра они нашли эти бумажки, где раскрывается правда о том, как Байден плохо помогал Украине. И вот они бегали по Конгрессу, встречались с законодателями и всовывали эти бумажки. Они бы посмотрели сначала, чьи бумажки, кто произвел эти бумажки. Они бы почитали, что это за центр, потому что он настолько, это такая клака, что прикасаться к его бумажкам могут только конченые трамписты. То есть порядочный республиканец к ним не прикоснется. Они такие еще гордые, что мы даем бумажку, нас смотрят, а мы не знали. Ну, то есть там, видимо, доказывалось, что помощь администрация Байдена никакой не дает, вот придут республиканцы и покажут. Это происходит в то время, когда республиканцы сейчас, последнее слово Маккартни, он изъял вопрос о пакете помощи Украины
из того пакета, который сейчас временного финансирования государства, который должен быть проголосован до конца сентября. То есть если ничего, чуда не произойдет в последние 10 дней, то со следующего месяца на помощь Украине не остается, ну, если еще заначку какую-то не сделали, 6 миллиардов там. А так все, приехали. И лозунг «Ни цента Украине». И вот этот народ бегает, значит, и рассказывает законодателям, какой плохой Байден. То есть вообразите ситуацию. Президент Украины едет в Вашингтон, чтобы просить денег на дальнейшую поездку. В это время люди, которые представляют себя представителем диаспоры, болеющие за Украину, бегают с бумажками, произведенными в КЛАКе под названием «Центр политики и развития», фейкометной конторой, и поливают грязью этого президента американского, которому украинский президент приехал просить деньги. Ну, скажите, это идиотизм или что? Или это спецоперация российских спецслужб, потому что лучшего подарка для них придумать для того, чтобы торпедировать эту встречу Зеленского с Байденом, придумать просто было невозможно. Это как вот, ну, представьте, не дай бог, сгорел у вас дом, и вы решили пойти к знакомому Васе попросить много денег на новый дом. Вот вы к нему приходите, он выходит к вам навстречу своего дома, вы раскрываете рот, чтобы попросить ему деньги, а сзади у вас группа поддержки из ваших ближайших друзей. И они стоят сзади с прокатами и в мегафон кричат: «Вася, негодяй и подлец, он аморальный тип, он обманщик, и делать с ним, и вести дела с ним невозможно». Ну вот вы подумайте, Вася после этого даст вам деньги или нет. Вот идиотская ситуация, но вот это как раз то, что и происходит. То есть с такими друзьями Украины, как вот эти, а у меня такое впечатление, что вот они с гордостью рассказывают, что они делают, они даже не понимают, что творят, они даже не залезли в интернет, не посмотрели, что это за центр, и не поняли, какие бумажки они разносят по Конгрессу. То есть с такими друзьями и врагов не надо. Ну, надеемся, все надеемся, что встреча пройдет удачно, потому что, скажу вам так, если бы было принято решение поставить крест на Украине, то никакого Пенни Прицкер бы даже не назначали бы на это. И она бы на это дело не пошла. Это очень сильная, амбициозная дама, которой по плечу крупнейшие проекты. Она с этим хочет, я уверен, войти в историю. Во всяком случае, в историю своего семейства. Вот. Это очень хороший признак. Второй хороший признак состоит в том, что ракеты «Атакамс», они уже находятся в Европе. И я очень надеюсь, что по результатам вот этих переговоров будет официально объявлено о передаче Украине. Потому что так как идут боевые действия, так как их оценивают аналитики, и так как они представляют, я имею в виду американские, британские, и так как они представляют наиболее рациональные пути дальнейших действий на фронтах Украины, нужны ракеты. Нужны ракеты, потому что затишья не будет. И мы с вами еще месяца 2-3, я вам приводил мнение одного эксперта американского, уважаемого мной, который говорил, что никакого замедления войны в осенне-зимний период не будет, потому что она будет вестись главным образом артиллерией, путем подавления центров противника, будет массовая артиллерийская дуэль с тем, чтобы к весне можно было уже на подготовленную, вспаханную снарядами почву на территории противника ввести туда уже бронетанковые войска. Так вот, логика говорит о том, что нужны «Атакамс». Очень надеюсь, что они будут поставлены. Тем временем быстро две короткие новости. Директор Моссад Барнеа недавно выступал, так он
глобально говорил о ситуации вокруг Израиля, что важно и интересно для нас. Он сообщил, что планы Ирана поставить России баллистические ракеты были расстроены. Не дали Ирану осуществить. Он сказал, что будут и дальше расстроены такие планы, если они возобновятся. Но еще одна интересная мысль, важная, которую я недавно услышал. Китай. Китай не дает своего согласия пока на поставку северокорейского оружия и боеприпасов в Россию. И это важно, потому что практически в любом виде оружия и даже боеприпасов, которые производятся в Корее, там есть что-то из Китая. То ли технология, то ли компоненты и так далее. То есть Китай такого согласия пока не дает. И это замечательно. Вот на этом, дорогие друзья, я хотел бы закончить сегодняшний выпуск. Как обычно, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, как всегда, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч!